Друзья, привет! Сегодня я решил сделать гайд по моду Ender.io. Покажу самые основные фишки. И больше всего в этом моде мне нравятся трубы. По сути, их здесь два вида. Это предметные трубы и энергетические. У каждого из них есть свои подвиды, и по сути они различаются только скоростью передачи, то есть емкостью. Вот эти два вида это самые сильные из своих видов. И обратите внимание, что здесь для крафта необходимы жемчуги Эндера. Ну, поскольку сам мод называется Ender.io, то и вполне ожидаемо, что в его крафтах очень много необходимо будет жемчуга края. Давайте покажу, как, собственно, пользоваться такими трубами. Тут все очень просто. Вот, допустим, у нас есть два сундука, я хочу передать из одного сундука в другой предметы. Положу сюда, например, дуб. Все очень просто. Ставим трубу. И дальше нужно ее настроить. Никаких, замечаю, не нужно там источников энергии, никаких там таймеров и прочего. Вот, достаточно просто зайти сюда в интерфейс, вот, правым кликом. И здесь, например, как видим, можно, в принципе, по режиму красного камня с помощью того же какого-нибудь, например, таймера выкачивать. А можно просто его отключить. Вот. И здесь, соответственно, нам необходимо будет указать, что вот эта часть у нас будет принимать, то есть помещать. Видим, что у нас началась передача. Не быстро, но тем не менее. Передача идет по 4 примерно предмета за раз. Эти трубы можно ускорить. Здесь вот есть слоты для улучшений. Сюда можно поставить такие вот ускорители из этого мода. Вот. Вот они. Вот эти ускорители можно поставить до 15 штук, и предметы будут передаваться быстро. Еще обращаю внимание, здесь вот есть фильтры. Я чуть попозже покажу, как их настраивать на конкретных примерах. И что еще здесь можно использовать? Приоритизация. Смотрите, то есть если я поставлю еще один сундук, вот, я могу ему указать приоритизацию первого типа. Соответственно, предметы будут у меня поступать в первую очередь в него. И когда у него уже заполнится хранилище, когда у него все слоты будут заполнены, тогда уже пойдет следующий сундук ниже приоритетом который. Вот. То есть достаточно быстро можно все это настроить. Еще можно пользоваться гаечным ключом, чтобы вот эти вот режимы переключать. Особенно это удобно, когда у вас в такой вот режим труба перешла, чтобы, соответственно, назад переключить правым кликом и пожалуйста. Если с шифтом зажать и покрутить колесиком, можно различные режимы, соответственно, этого ключа. То есть там на энергетические трубы переключиться, на предметные там и так далее. У нас на обычный вот режим, вот энергетический там, раз, вот предметные. Еще сразу удобную штуку, пока не забыл, покажу. Это фасад. Так, надеюсь, у меня где-то есть. Давайте я его скрафчу. Фасад. Так, пока у меня крафтится. Кстати, у меня есть вот походу фасад какой-то. Да, вот эти фасады, их можно красить. Про красители я покажу там в следующих видео. Как их покрасить, эти вот фасады. Вот, например, как стандартный выглядит. И мы можем так вот раз. Но она только покрашена, да? Только перекрашена. Вот я его покрасил, например. Хоп, и мы его скрыли. Смотрите, все труба закрылась. Фасад, например, под траву. То есть можно практически любой блок взять в качестве покраски и перекрасить фасад. Это делается в покрасочном механизме. Я о нем в следующем видео расскажу. Далее, что полезно в этом моде, это энергетические трубы. Ну, они тоже очень простые, то есть берем просто, соединяем источник какой-то РФ энергии и, соответственно, предмет, который потребляет РФ энергию. У меня в качестве источника, соответственно, используется из мода Extra Utilities переходник от энергии EO, который у меня поступает с солнечных панелей. Он трансформирует EO в РФ энергию. А дальше я уже передаю эту энергию, соответственно, потребителям. То есть вот у меня механизмы из мода Ender.io. Здесь у меня, вот, например, механизмы из мода Thermal Expansion. Вот они все потребляют у меня
энергию РФ с помощью энергетических труб края. Так, давайте я покажу на конкретных примерах, как я с помощью этих труб автоматизирую, например, продукцию пчел. Вот здесь у меня качалка. С помощью этих же труб я беру и автоматизирую, соответственно, пчел. То есть здесь у меня вот идет откачка. Дальше сюда возвращается у меня с первым приоритетом трутни и принцессы. Все остальные предметы, которые не могут сюда вернуться, у меня идут дальше по трубам и попадаю в такой вот буферный сундук. А из него, соответственно, я уже распределяю, что-то там удаляю в мусорку, например, лишних трутней, а что-то я с помощью тессеракта из мода Thermo Expansion я уже передаю, соответственно, к себе на базу основную. Здесь я дальше продолжаю, соответственно, продукцию там распределять, перерабатывать через, соответственно, механизмы из Forestry. И здесь я еще хочу обратить внимание, у меня где-то, наверное, вот здесь используются фильтры. Вот, там их есть два типа, стандартный фильтр и продвинутый. У продвинутого там больше слотов и еще там дополнительно есть настройки. Вот, здесь мы просто, когда вставляем фильтр, мы можем указывать, какие предметы, соответственно, через эту трубу могут идти. Либо наоборот развернуть, соответственно, предметы, которые не могут идти. То есть зависит от того, что мы хотим. Вот. Здесь можно там настройку метаданных сделать. Вот. Ну, то здесь вот переключаемся, то есть, соответственно, вот эти он не может, а так вот он наоборот только вот эти пропускает типа. Вот. Так, и, ну, наверное, еще сразу покажу. Соответственно, в этом моде есть хранилище энергии. Вот, РФ. Разная емкость 1 миллион, здесь вот 5 миллионов и, соответственно, 25. Вот где-то у меня, кажется, это даже блок стоял. Вот так вот он выглядит. Вот, от панельки питается из другого мода. Здесь, соответственно, он ее хранит. А дальше с помощью энергетической трубы края я, например, могу запитывать. Вот у меня приемщик энергии из мода АЕ2. И он, соответственно, эту энергию тоже поглощает. Вот, это просто для примера. То есть хранилище энергии. Вот. Ну, это самые основные моменты про трубы. Если что-то забыл, я потом в следующих видео расскажу. И в следующих видео я уже, наверное, про механизм из этого мода расскажу. Там есть тоже очень много чего полезного. Рекомендую посмотреть.